Друзья, привет! Вы на канале Таниколада. Меня зовут Татьяна Колодяжная, и мы с вами начинаем практическую часть в рамках базового курса по плетению украшений. Далее вас ждет серия из коротких видео о том, как скручивать проволоку, как крепить разные бусины и так далее. Ну а в этом видео мы с вами поговорим о не менее важной детали – рабочая длина проволоки. Но прежде я напомню вам, что научившись плести веточку, вы сможете сделать любое изделие в технике проволочного плетения. На примере веточки мы с вами будем разбираться со структурой украшения и на практике уже будем пробовать плести. В основе красивых украшений в технике проволочного плетения лежит эстетичное скручивание проволоки. Я напомню вам главные критерии выбора проволоки. Оптимальная толщина 0,4 мм. Цвет проволоки – серебро или золото. Рабочая длина проволоки. Что это такое? Это отрезок проволоки удобной длины, которого нам хватит на целое небольшое украшение. Для начинающих эта длина 80 или 100 сантиметров. Для тех, кто уже пробовал плести и хотя бы немножечко привык к проволоке в руках, вы можете отрезать проволоку длиной примерно 120-160 сантиметров. Затем этот отрезок указанной длины мы с вами складываем пополам. Это и будет наша рабочая длина проволоки. Но как же сделать так, чтобы нам с вами было очень легко отмерять длину проволоки? Я измерила ширину своего рабочего стола. Она оказалась ровно 80 сантиметров. Теперь, когда я работаю, я прикладываю проволоку к ширине своего стола. Затем фиксирую ее и накладываю сверху еще проволоку и уже отрезаю. В итоге у меня получается 160 сантиметров проволоки, как две ширины моего стола. Лично для меня этот отрезок проволоки очень удобен, и мне хватает его, чтобы сплести целую веточку длиной примерно в 15 сантиметров. Вы можете сделать точно так же, измерив ширину своего рабочего стола. А чтобы вам было еще проще, вы также можете сделать мелкие насечки на ребре своего стола с шагом 10 сантиметров. И далее, перед тем, как отрезать проволоку, прикладывайте ее к столу, и так вам больше не нужна будет ни линейка, ни сантиметровая швейная лента. Это очень быстро, удобно и легко. Также я хочу поделиться с вами одним рабочим лайфхаком. Для удобства своей работы заведите рабочий блокнот. Каждый раз, приступая к плетению, пишите в нем следующие данные: дату, название изделия, время начала работы, время, которое вы потратили на создание эскиза, если вы его рисовали, также название и длину использованной проволоки и время окончания вашей работы. Чтобы позже не запутаться в ваших изделиях и в этих заметках, вы можете зарисовать небольшой эскиз. Эта информация вам понадобится, когда вы будете считать стоимость вашего украшения. Тому, как считать стоимость своего изделия, я обучаю на курсе для профи. Ну а теперь мы с вами приступаем к серии видео о том, как правильно скручивать проволоку.